Когда вы покупаете круассан, вы полны ожиданий. Вы платите собственными деньгами за вкус, аромат, хрустящую корочку и так далее. И, конечно, сильно огорчаетесь, если, заплатив за желанный круассан, вы получаете его муляж. Сегодня федеральное информационное пространство в России практически полностью принадлежит нескольким холдингам. Почти все эти холдинги контролируются государством и финансируются за его счет. $1,5 миллиарда. Такую сумму вы платите из своего кармана. Правда, не за круассан, а на содержание государственных СМИ. Эти деньги поступают из госбюджета, сформированного из уплаченных вами налогов. Помогут ли эти огромные деньги увидеть в зеркале СМИ реальное отражение нашей жизни? Или это будет отражение в кривом зеркале, прекрасное, но совсем далекое от правды? От круассана вы ждете приятного вкуса, а от масс-медиа – качественной работы. Журналисты должны рассказывать гражданам о проблемах, с которыми они сталкиваются в реальной жизни. Куда вложить деньги, какой выбрать банк, в какую школу отдать детей, чего ждать от погоды. Чтобы помочь сделать нашу жизнь лучше, журналисты должны освещать факты коррупции и сообщать о произволе чиновников и силовиков. Особенно важной беспристрастность СМИ становится в момент предвыборной кампании и выборов. Избиратели имеют право знать, что у них есть выбор, что кроме официальной позиции существуют другие, отличные от нее точки зрения, а выборы подразумевают соревновательность и конкуренцию среди кандидатов. Ведь только получив исчерпывающую и объективную информацию, мы сможем сделать выбор максимально осознанным. Работают ли эти правила в российском медиапространстве? Согласно закону, масс-медиа обязаны освещать предвыборные платформы всех кандидатов в равной пропорции, непредвзято и беспристрастно. Мы проверили исполнение закона на примере недавних президентских выборов. Используя простую арифметику, мы подсчитали время, выделенное каждому из кандидатов в эфире федеральных телеканалов. Мы также обратили внимание на тональность освещения кандидатов в новостях. Упоминались ли они в негативном, положительном или нейтральном ключе. И вот что мы обнаружили. На Первом канале Владимир Путин в качестве кандидата и президента лидирует по упоминаемости. Он получил больше всего эфирного времени. Грудинин на почетном 2-м месте. При этом Грудинин вместе с Ксенией Собчак – короли негативного рейтинга. На телеканале «Россия» упоминаемость президента и кандидата с фамилией Путин снова на высоте. Грудинин подпирает Путина. Главные отрицательные герои на канале «Россия» все те же – Грудинин и Собчак. Канал НТВ. Здесь кандидаты Бабурин и Сурайкин почти незаметны, а Путин опять лидирует. Предсказуемо отрицательно оценены на НТВ кандидаты Грудинин и Собчак. Телеканал РЕН-ТВ. Президент, действующий и будущий, лидер по упоминаниям, причем с гигантским отрывом от Грудинина. А по тональности упоминаний кандидаты Грудинин и Собчак снова вне конкуренции и снова в негативном освещении. Совсем другую картину мы увидели на негосударственном канале «Дождь». Лидер упоминаемости здесь все тот же – Путин. За ним следуют Собчак и Титов. И хотя лидер отрицательного рейтинга на «Дожде» опять Владимир Путин, он же и лидер положительного. Чуть менее положительно выглядят Собчак и Титов. Владимира Путина и других кандидатов представляли в итоге непропорционально. В период за месяц до выборов на 4 главных российских телеканалах Путин получил больше эфирного времени, чем все остальные вместе взятые кандидаты. Массированное освещение работы Владимира Путина по факту оказалось агитацией в его пользу. Кандидат Путин характеризовался положительно, а оппонирующих ему кандидатов СМИ представляли в негативном и скандальном контекстах. Итак, в этом году на финансирование СМИ государством выделено $1,5 миллиарда. На эти деньги можно построить 241 школу, около 1300 участковых больниц или единовременно выплатить по 5000 рублей 16 миллионам пенсионеров. Но все это не будет сделано, потому что все $1,5 миллиарда уйдут на манипулирование общественным мнением. Вы еще верите, что государственные СМИ работают в наших интересах?